Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и съемка ведется на Poco M5s. Мало того, что я его разыгрываю, так здесь еще у основной камеры, внимание, есть возможность съемки в 4К 30 FPS, и согласитесь, это неплохо. И в принципе претензий к аппарату ноль. Почему? Потому что его можно купить за углом, это делая раз. Два, экран вас однозначно не разочарует. И 3, оболочка уже допилена, Poco плохого в принципе не выпускает. С датчиком приближения проблем нет, стерео в наличии, а что еще надо для счастливой жизни? Плюс еще и можно много всего запихивать внутрь, включая карту памяти. А это редко встретишь. Смотрим. Poco M5s. В принципе, вот эту вот штуку я среди вас разыграю. Поэтому уже ролик стал интереснее. Условия будут в описании. Что мы имеем? Мини-джек, Type-C. Разумеется, инфракрасный порт. Разумеется, плоский экран, чтобы нам было удобнее играть. Разумеется, идет чехол в комплекте. Съемка у него мне лично нравится. И вес 179 граммов. Выглядеть будете вот с этим вот так. По размерам 160 на 74 на 9,5 и на 8 миллиметров. Заряжается довольно быстро. GPS хороший. С играми все норм. Смотрим. Напоминаю, что я разыгрываю Poco M5s. Достаточно подписаться на канал, поставить лайк этому видео и написать в комменте, что вам понравилось в этом устройстве. Напоминаю, что он прям безумно сейчас выгодно стоит. Приобрести данный смартфон можно в 3 вариантах расцветки, а именно белый, серый и синий. Дизайн M5s привлекательный и стильный. Корпус выполнен из приятно тактильных материалов, качество сборки хорошее. В руке без чехла, как и с чехлом, лежит удобный, не выскальзывает, а вдобавок пользоваться одной рукой довольно удобно из-за габаритов и эргономики устройства. Далее на корпусе расположили стандартную кнопку питания, качели регулировки громкости, разъем для зарядки USB Type-C версии 2.0, микрофоны, 2 динамика и 1 разговорный. Звучание здесь, разумеется, стерео с сертификацией HRS. Качество звучания хорошее и приятное. Также на борту расположили и капорт, и мини-джек, за что отдельное огромное спасибо. Ко всему этому смартфон имеет защиту от брызг воды и пыли класса IP53, то есть дождика мы не боимся легкого. Летим дальше. Poco M5s оснащен AMOLED DOT дисплеем на 6,43 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей Full HD+. Экран покрыт стеклом Corning Gorilla Glass для защиты. Матрица экрана абсолютно плоская, плотность пикселей с небольшим запасом, 409 ppi, моя золотая середина. Контрастный 4,5 миллиона к 1. Широкое цветовое пространство DCI-P3 в режиме высокой яркости. Он выдает 700 нит, а пиковая яркость целая 1100. При прямом попадании света на экран и включенном автояркости, яркости экрану хватает и вглядываться не приходится. Также смартфон поддерживает технологию Sunlight Display, режим чтения и технологию DC-димминга. Шим с включенным DC-диммингом на 100% яркости 6,4%, на 59,7%, на минимальной 15%, на нуле 21%. Показатели хорошие и глаза от экрана не устают. Автояркость работает корректно, так как установлен датчик окружающего освещения на 360 градусов. Он быстро и точно адаптируется под смену освещения Always On Display на борту. Далее мультитач, разумеется, есть и откликается экран на 10 касаний одновременно, довольно хорошо. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в кнопку блокировки, и распознавания лица на базе ИИ. Сканер отпечатков пальцев работает стабильно без нареканий, распознавание лица срабатывает отлично даже под углом. Зарегистрировать биометрические данные можно до 2 лиц, что удобно. Подбородок небольшой, во время использования его практически незаметно. Экран меня порадовал, так как он имеет приятную цветопередачу и хорошую яркость. Вдобавок, в настройках есть возможность персонализировать экран под свои предпочтения, так же как и интерфейс смартфона. К слову, Poco M5s и остальные товары можно приобрести в интернет-магазине CityLink. Главное преимущество CityLink — это приятные цены и широкий ассортимент. С 19 сентября По 2 октября в CityLink идет акция. Смартфон будет доступен от 13 990 рублей со скидкой в 2000 рублей. А при покупке с комплектом с наушниками Redmi Buds 3 Pro, обзор на которые есть на канале по ссылке в правом верхнем углу, можете посмотреть, и они прям норм. Суммарная скидка составит целых 6000 рублей. Ссылка в описании под роликом. Летим дальше. Процессор здесь установлен MediaTek Helio G95, уже допиленный, с техпроцессом 12 нанометров и 8 ядрами, максимальная частота которого 2,5 ГГц, графический процессор ARM Mali G76 MC4, интерфейс MIUI Global 13 на базе Android 12 версии, оперативная память LPDDR4X на 4 ГБ. В настройках можно добавить еще виртуальных 2 ГБ, внутренняя память не самая медленная, UFS 2.2, и на выбор 64 или 128 ГБ. Но это не важно, потому что можно расширить внутреннюю память, вставив microSD, а вдобавок смартфон поддерживает microSD до 1 терабайта. Имеется
Имеется поддержка Wi-Fi 5 серии, 4G сети имеют 7 и 20 бенд на борту, связь смартфон ловит отлично, микрофоны отрабатывают хорошо, датчик приближения не подводил, что особенно радует. Вибромоторчик линейный по оси Z с возможностью регулировки силы вибрации, Bluetooth версия 5.0 и NFC на борту, что очень круто. Из навигации на борту GPS, GLONASS, Galileo, Beidou. GPS-тест показывает точность до 1 метра при условии, что рядом есть высотки. Емкость аккумулятора 5000 мАч, смартфон поддерживает быструю зарядку на 33 Вт, беспроводной зарядки нет. Заряжается он от 0 до 50% от родного адаптера питания, по моим тестам, за 30 минут. С 0 до 70% за 45 минут, а с 0 до 100% за 1 час 10 минут, что довольно быстро. За 1 час просмотра видео на YouTube по Wi-Fi при максимальной яркости экрана уходит 13% заряда. В Genshin Impact за 30 минут уходит 15% заряда, играть можно с комфортом, картинка плавная без подвисаний, яркость смартфон не понижал. В других играх, таких как, к примеру, Standoff 2, PUBG Mobile или New State Mobile, смартфон показал себя великолепно. Если увлекаетесь играми на смартфоне или даже просто любите посерфить в интернете, посмотреть видеоконтент, то данное устройство однозначно отличный выбор, так как соотношение цены и качества просто топовое. Из датчиков на борту датчик приближения, датчик окружающего освещения, акселерометр, гироскоп, электромагнитный компас, сканер отпечатков пальцев и датчик SAR. Перейдем же к тестам. Тротлинг-тест проходит 111 гипсов, минимально, максимально 184, в среднем 155 на 100 потоках при 30 минутах. В Geekbench 5 в сингл-коре 516, мультикоре 1835, Bantuto выдал результат в 359 тысяч попугаев, Storage-тест показал 28 тысяч. 15-минутный стресс-тест прошел, результаты вы видите на экране, тоже хороши. Летим дальше. Poco M5s имеет квадрокамеру с искусственным интеллектом и LED-вспышкой. Основной сенсор на 64 мегапикселя ультраширик, на 8 с углом обзора в 118 градусов, макро на 2 и датчик глубины также на 2. Запись видео доступна в максимальном разрешении с основного модуля 4К 30 FPS, оптостаба нет, замедленная съемка, максимальное разрешение 720p 960 FPS, фронтальный модуль на 13 мегапикселей, находится он в небольшом вырезе верхней части экрана по центру. Максимальное разрешение для съемки видео 1080p 30 FPS. В стоковой камере есть различные интересные режимы для фото и видеосъемки, что, разумеется, удобно. Основной модуль показал себя отлично, картинка имеет хорошую детализацию и приятные цвета. В целом, как у фронтального модуля. Короткие примеры вы сейчас увидите. Фронтальная камера 1080p 30 FPS. Вот так она вас будет снимать, если вы будете гулять где-нибудь, наслаждаться хорошей погодой. Облачка чуть-чуть довидны, лицо видно. Насчет детализации оценивайте сами, но по мне съемка неплохая, учитывая стоимость аппарата, опять же. То есть и люди на фоне видны, и зелень, и волосы тоже. Есть такой вот кинематографический режим у фронталки. Это разрешение, как в кинотеатре, соотношение сторон. Из функций есть еще таймлапс, разумеется, замедление, панорама, ну все как во всех Xiaomi-тах. Вы ощущаете, как они уже в среднем бюджете, да, камеры запиливают? Все морщинки видны. Ультраширик. Вот сейчас я вращаю туда-обратно. И, в принципе, даже более-менее баланс белого работает. Можно переходить на X2. И стандартные уточки. Вот они плавают, красавцы. Цены можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Опять же, я ее озвучил, и она прям топ на время акции. Если промокоды смотрите в моем телеграм-канале, также по ссылке в прикрепленном комментарии. Резюмирую, Poco M5s действительно отличный выбор для тех, кто ищет недорогой, в то же время привлекательный и мощный смартфон. Не забываем писать в комментариях, что вам понравилось в этом смартфоне, ставить лайк и подписываться на канал. И вы автоматом участвуете в розыгрыше данного смартфона, допустим, 30 октября, вне зависимости от количества лайков и комментов. Как раз тогда и Норд разыграем, и еще много всего. Читаем описание. Всем, кто оставил любой комментарий в поддержку канала, огромное спасибо, вы помогаете проекту. Добра и удачи вам, дорогие друзья. И девайсу, разумеется, да.